Урок 1. Дождливые дни. Привет, Анна. Похоже, снова идет дождь. Привет, Джон. Да, весь день шел дождь. Надеюсь, это скоро прекратится. Я не люблю мокнуть. Я тоже. Но иногда дождь может быть освежающим. Это правда. Приятно слышать шум капель дождя. Это также хороший повод остаться дома и почитать книгу. Абсолютно. Я люблю свернуться калачиком с хорошей книгой в дождливые дни. Это отличный способ расслабиться и отдохнуть. Есть ли у тебя любимые занятия в дождливый день? Мне нравится смотреть фильмы или пробовать новые рецепты на кухне. Это звучит забавно. Мне тоже стоит попробовать приготовить что-нибудь новенькое. Это прекрасная возможность поэкспериментировать с разными вкусами. Говоря о вкусах, как насчет чашки теплого чая в дождливый день? Да. Чашка чая – идеальный вариант для дождливой погоды. Это так утешает и успокаивает. Это определенно помогает поднять настроение в хмурый день. Я согласен. Удивительно, как простая чашка чая может улучшить самочувствие. Дождливые дни могут быть уютными и мирными, если их принять. Ты прав. Мне нужно научиться больше ценить дождь. Иногда приятно замедлиться и насладиться мелочами. Я буду иметь это в виду. Спасибо за напоминание. Урок 2. Поддержка и поощрение. Привет, Анна. Не могла бы ты оказать мне услугу? Привет, Джон, конечно. Что вам нужно? Завтра у меня важная презентация. Вы можете дать мне какой-то совет? Абсолютно. Я буду рад помочь. По какому вопросу вам нужен совет? Я хочу, чтобы моя презентация была интересной и запоминающейся. Это отличная цель. Во-первых, убедитесь, что у вас есть четкая структура. Как мне начать презентацию? Начните с захватывающего вступления, которое привлечет внимание аудитории. Есть какие-нибудь предложения по поводу открытия? Вы можете начать с вопроса, заставляющего задуматься, или с интересного факта. Это звучит как хорошая идея. А что насчет основного контента? Разбейте это на ключевые моменты и подкрепите их примерами или данными. Я обязательно включу соответствующие примеры. Как насчет визуальных эффектов? Наглядные пособия могут улучшить вашу презентацию. При необходимости используйте диаграммы или изображения. Хороший вопрос. Я подготовлю несколько визуальных эффектов, чтобы сделать его более интересным. Отлично! И не забывайте говорить четко и поддерживать зрительный контакт с аудиторией. Я буду практиковаться в своей речи, чтобы быть уверенным в своей речи. Это важно. Уверенность помогает поддерживать интерес аудитории. Спасибо за совет, Анна. Я ценю вашу поддержку.
Пожалуйста, Джон. Я буду думать о тебе во время твоей презентации. Это очень много значит для меня. Ваша поддержка придает мне уверенности. У тебя есть это, Джон. Просто будьте собой и продемонстрируйте свой опыт. Я сделаю все возможное, чтобы провести запоминающуюся презентацию. Еще раз спасибо, Анна. Нет проблем, Джон. Удачи! Я знаю, что ты отлично справишься. Я дам тебе знать, как все пройдет. Скоро поговорим, Анна. Урок 3. Уважение и этикет. Привет, Анна. Сегодня, стоя в очереди, я заметил кое-что. Привет, Джон, что ты заметил? Некоторые люди толкались и перерезали очередь. Это нехорошо. Каждый должен ждать своей очереди. Точно. Важно проявлять уважение и соблюдать этикет. Я не могу не согласиться. Толкать и перерезать очередь несправедливо по отношению к другим. Это порождает чувство разочарования и может привести к конфликтам. Абсолютно. Мы должны относиться к другим так, как мы хотим, чтобы относились к нам. Это основной принцип уважения и хороших манер. Никто не любит, когда его толкают или занимают его место в очереди. Важно набраться терпения и дождаться своей очереди. Терпение — это действительно добродетель. Это показывает самоконтроль и внимание к другим. И это помогает поддерживать мирную и упорядоченную обстановку. Это правда. Гораздо приятнее, когда все соблюдают правила. Плюс, это подает положительный пример другим. Точно. Уважительное поведение может создать эффект домино доброты. Важно помнить, что наши действия влияют на окружающих. Да, небольшой акт уважения может иметь большое значение. Итак, давайте будем внимательны к своему поведению и будем относиться к другим с уважением. Согласна. Это простой, но мощный способ сделать мир лучше. Хороший вопрос, Анна. Давайте подавать пример и способствовать уважению в нашей повседневной жизни. Я рада, что мы с тобой на одной волне, Джон. Вместе мы можем изменить ситуацию. Абсолютно, Анна. Спасибо, что обсудили со мной эту важную тему. Пожалуйста, Джон. Всегда приятно вести с вами содержательные беседы. То же самое, Анна. Берегите себя и давайте продолжим сеять доброту и уважение. Урок 4. Составление планов. Привет, Анна, у меня есть идея на выходные. Хотите это услышать? Привет, Джон, конечно. Я весь во внимании. Какая у тебя идея? Как насчет похода в горы? Звучит как отличный план. Я люблю проводить время на свежем воздухе. Это будет прекрасный способ провести день в окружении природы.
Я согласна. Вдыхаем свежий воздух и наслаждаемся живописными видами. Мы можем устроить пикник и пообедать среди прекрасного пейзажа. Звучит восхитительно. Я приготовлю бутерброды и закуски. Идеально. Мы можем найти хорошее место, чтобы расслабиться и насладиться едой. И, возможно, сделать несколько фотографий, чтобы запечатлеть воспоминания. Хорошая идея. Будет здорово задокументировать наши приключения. Нам также следует взять с собой карту и убедиться, что мы идем по правильному пути. Безопасность прежде всего. Мы не хотим заблудиться в пустыне. Абсолютно. Давайте также заранее проверим прогноз погоды. Верно. Мы должны быть готовы к любым изменениям погоды. Это будет веселый и освежающий способ отвлечься от городской суеты. Я с нетерпением жду этого. У природы есть способ омолаживать душу. Определенно так. Мне не терпится исследовать красоту гор. Я тоже. Это будет приключение, наполненное безмятежностью и умиротворением. Похоже, это идеальный способ зарядиться энергией и оценить чудеса природы. Я рад, что ты с нами, Анна. Это будет незабываемый день вместе. Абсолютно, Джон. Давайте воспользуемся этим по максимуму и создадим незабываемые воспоминания. Согласен. Спасибо, что присоединились ко мне в этой прогулке на свежем воздухе, Анна. Пожалуйста, Джон. Я в восторге от нашего горного приключения. Я тоже. Давайте приготовимся к потрясающим выходным. До скорой встречи, Анна. Урок 5. Экологическая осведомленность. Привет, Анна. Ты видела последние новости об изменении климата? Привет, Джон. Да, это очень тревожно. Земля нуждается в нашем внимании. Абсолютно. Это напоминание о том, что у каждого из нас есть своя роль. Мы должны быть полны решимости сохранить планету для будущих поколений. Верно. Небольшие изменения в нашей повседневной жизни могут иметь большое значение. Важно сократить выбросы углекислого газа и сохранить ресурсы. Мы можем начать с использования энергосберегающих приборов и светодиодных лампочек. И выключая свет и электронику, когда они не используются. Точно. Мы также должны ограничить потребление воды и устранить любые утечки. Экономия воды имеет решающее значение, особенно в регионах, испытывающих нехватку воды. Мы также можем выбрать товары многоразового использования вместо одноразовых. Абсолютно. Принесите свои собственные сумки и бутылки с водой, чтобы уменьшить количество отходов. И давайте не будем забывать об вторичной переработке. Это простой способ минимизировать количество мусора на свалке. Верно. Правильная сортировка мусора и переработка, когда это возможно. Еще одним важным аспектом является сохранение естественной среды обитания и биоразнообразия.
Мы можем поддержать местные усилия по сохранению окружающей среды и выбирать экологически чистые продукты. И давайте не будем недооценивать силу образования и осведомленности. Обмен информацией и обучение других является ключом к созданию более зеленого будущего. Вместе мы можем оказать положительное влияние на окружающую среду. Это коллективная работа, требующая преданности делу и настойчивости. Мы обязаны принять меры ради нашей планеты и будущих поколений. Абсолютно, Джон. Давайте станем теми переменами, которые мы хотим видеть в мире. Я рад, что мы разделяем одни и те же обязательства, Анна. Давайте вдохновлять и других. Определенно, Джон. Наша решимость может зажечь глобальное движение. Спасибо, что обсудили со мной эту важную тему, Анна. И тебе спасибо, Джон. Давайте продолжим повышать осведомленность и защищать нашу планету. Согласен. Вместе мы можем изменить ситуацию. Берегите себя, Анна. Урок 6. Составление планов путешествий. Привет, Анна. Я думал о нашем предстоящем отпуске. Привет, Джон, это звучит захватывающе. Что у тебя на уме? Я еще не принял решение. Я хотел обсудить это с вами, прежде чем что-либо бронировать. Я рада, что ты хочешь вовлечь меня в процесс принятия решений. Конечно, ваш вклад ценен для меня. Я ценю наше партнерство. Это очень тактично с твоей стороны, Джон. Итак, какие есть варианты? Ну, я подумал, что мы могли бы пойти на пляж или посетить исторический город. Оба варианта кажутся привлекательными. Можете ли вы рассказать мне больше о каждом? Пляж будет расслабляющим, с солнцем, песком и водными развлечениями. Звучит чудесно. Я мог бы использовать некоторое время, чтобы расслабиться и понежиться на солнце. С другой стороны, посещение исторического города будет познавательным и культурно обогащающим. Я люблю узнавать историю и исследовать новые места. Это была бы прекрасная возможность. Это правда. Мы могли посетить музей, прогуляться по старинным улочкам и погрузиться в местную культуру. Я склоняюсь к историческому городу, но готова услышать больше о пляжном варианте. Я понимаю. Давайте взвесим плюсы и минусы каждого направления. Это звучит как хороший подход. Мы можем учитывать такие факторы, как погода, стоимость и доступные мероприятия. Абсолютно. Нам также следует подумать о расстоянии поездки и любых существующих ограничениях на поездки. Хорошая мысль. Безопасность должна быть приоритетом при планировании нашей поездки. Как только мы соберем больше информации, мы сможем вместе принять обоснованное решение. Я ценю твой подход к сотрудничеству, Джон. Это облегчает процесс принятия решений. Я верю в совместное принятие решений и учет предпочтений друг друга. Это демонстрирует уважение и укрепляет нашу связь как партнеров по путешествиям. Это то, к чему я стремлюсь, Анна.
Давайте продолжим исследование и обсуждение наших вариантов. Звучит как план, Джон. Мне не терпится увидеть, к чему мы в конечном итоге идем. Я тоже, Анна. Я ценю ваше мнение и с нетерпением жду возможности спланировать эту поездку вместе. То же самое, Джон. Это будет незабываемое приключение. Давайте держать друг друга в курсе. Определенно, Анна. Мы примем лучшие для нас решения. До скорого. Урок 7. Изучение итальянской архитектуры. Привет, Анна. Я изучал направления для путешествий, и для меня посещение Италии определенно является особенным. Привет, Джон. Италия известна своей богатой историей и потрясающей архитектурой. Я заинтригован. Расскажи мне больше. Ну, Италия является домом для таких знаковых сооружений, как Колизей и Пизанская башня. Это действительно замечательные достопримечательности. Я могу себе представить величие и красоту. Абсолютно. И давайте не будем забывать о великолепных соборах, таких как Базилика Святого Петра в Ватикане. Архитектура этих религиозных зданий впечатляет. Я бы хотел убедиться в этом воочию. Италия также может похвастаться шедеврами эпохи Возрождения, в том числе Давидом, Микеланджело и потолком Сикстинской капеллы. Художественность и внимание к деталям в этих работах не имеют себе равных. Было бы мечтой увидеть их. А если мы исследуем города, мы встретим очаровательные улицы с уникальным архитектурным стилем. Я слышала о таких живописных городах, как Венеция, с ее сложной системой каналов и красивыми мостами. Да, Венеция известна своей романтической атмосферой и потрясающей венецианской готической архитектурой. Это похоже на сказочное место. Я могу представить себе поездку на гондоле по каналам. Еще один город, который стоит упомянуть, это Флоренция, известная своей архитектурой и музеями эпохи Возрождения. Флоренция в моем списке желаний. Я хочу увидеть Дуомо и мост Понте-Веккио. Это был бы архитектурный праздник для глаз. Сочетание истории и красоты завораживает. Я согласна, Джон. Удивительно, как архитектура отражает культуру и наследие места. Абсолютно. Архитектурные чудеса Италии являются свидетельством человеческого творчества и изобретательности. Я убеждена, Джон. Давайте начнем планировать нашу поездку, чтобы исследовать архитектурные сокровища Италии. Это звучит фантастически, Анна. Мы окунемся в историю и полюбуемся чудесами архитектуры. Я не могу дождаться этого приключения. Италия, вот и мы. Действительно, Анна. Это будет незабываемый опыт. Давайте максимально использовать это. Спасибо, что поделились своим энтузиазмом, Джон. Давайте создадим незабываемые воспоминания об Италии. И тебе спасибо, Анна. Ваше волнение делает путешествие еще более особенным. Урок 8. Изучение вариантов действий. Привет, Анна. Ты подумала о том, какие развлечения доступны во время нашего отпуска? Привет, Джон. Нет, не делала.
Я открыт для изучения различных вариантов. Что у тебя на уме? Ну, мы могли бы отправиться в поход в горы, заняться водными видами спорта на пляже или даже отправиться на экскурсию по городу. Пешие прогулки– отличный способ соединиться с природой и насладиться захватывающими дух видами. Абсолютно. Это шанс бросить себе физический вызов и обнаружить скрытые сокровища в дикой природе. Я небольшой любитель пеших прогулок, но я хочу попробовать. Это может быть приключение. Вот это дух, Анна. Мы можем начать с легкого маршрута и постепенно увеличивать сложность. Звучит как план. Какие еще мероприятия вы имеете в виду? Если мы выберем пляж, мы сможем заняться водными видами спорта, такими как серфинг, подводное плавание или даже катание на доске с веслом. Я всегда хотела попробовать заняться серфингом. Это кажется волнующим и отличным способом развлечься в воде. Это захватывающий опыт, Анна. Мы можем вместе брать уроки и кататься на волнах. Присоединяйтесь ко мне. Я очень рад покататься на своей первой волне. Что еще в списке мероприятий? Во время экскурсии по городу мы можем посетить музей, художественные галереи, исторические достопримечательности и погрузиться в местную культуру. Изучение богатой истории и искусства города звучит увлекательно. Я большой поклонник музеев. Это здорово, Анна. Мы можем восхищаться известными произведениями искусства, узнавать о разных культурах и расширять свои знания. Я с нетерпением жду этого. Удивительно, как многому мы можем научиться благодаря путешествиям и новому опыту. Абсолютно, Анна. Путешествие открывает наш разум и расширяет кругозор. Итак, у нас есть 3 варианта: пешие прогулки, пляжный отдых и экскурсии по городу. Трудно выбрать. Я согласен. Каждый вариант предлагает уникальный опыт. Возможно, мы сможем объединить мероприятия из разных категорий. Это блестящая идея, Джон. Мы можем иметь лучшее из всех миров и максимально использовать наш отпуск. Все дело в том, чтобы создать всесторонний опыт и насладиться каждым моментом. Я не могу не согласиться. Давайте начнем планировать наш маршрут и убедиться, что у нас есть всего понемногу. Похоже на план, Анна. У нас будет отпуск, наполненный приключениями и воспоминаниями, которые стоит лелеять. Мне не терпится отправиться в это путешествие вместе с тобой, Джон. Это будет потрясающе. То же самое, Анна. Давайте сделаем это путешествие незабываемым. Нас ждет прекрасное время. Спасибо за твой энтузиазм и идеи, Джон. Вместе мы получим максимальную пользу от нашей деятельности. И тебе спасибо, Анна. Ваша энергия и готовность пробовать что-то новое делают этот опыт еще лучше. Это командная работа, Джон. Давайте сделаем этот отпуск отдыхом для книг. Абсолютно, Анна. У нас будут истории, которые можно рассказать, и воспоминания на всю жизнь. Мне не терпится создать эти воспоминания вместе с тобой, Джон. Давайте приступим к планированию. Определенно, Анна. Пришло время воплотить наши идеи в реальность. Пусть приключение начнется. Урок 9. Продолжительность путешествия. Привет,
Анна, планирование поездки зависит от того, сколько у тебя времени. Но я бы рекомендовал минимум 2 недели. Привет, Джон, я согласна. 2 недели позволят получить более захватывающий опыт и дать достаточно времени для изучения. Точно. Это дает нам возможность посетить несколько мест и по-настоящему погрузиться в местную культуру. Я думаю, что важно найти баланс между осмотром основных достопримечательностей и неторопливым отдыхом. Абсолютно. Мы не хотим торопиться совсем, но хотим максимально использовать свое время. 2 недели позволят нам глубже углубиться в местные обычаи и традиции. Это также дало бы нам возможность сойти с протаренной дороги и обнаружить скрытые сокровища. Мне нравится идея сойти с туристической тропы и раскрыть подлинную сущность места. Вот где происходит настоящее волшебство, Анна. Изучение менее известных мест часто приводит к незабываемым впечатлениям. 2 недели также дадут нам достаточно времени, чтобы расслабиться и восстановить силы во время отпуска. Верно. Важно иметь время простое и не чувствовать себя перегруженным насыщенным маршрутом. Мы можем посвятить дни неторопливым прогулкам, наслаждению местной кухни или просто отдыху на пляже. Звучит прекрасно, Анна. Нам нужны моменты, чтобы замедлиться и насладиться красотой нашего окружения. А за 2 недели мы сможем планировать однодневные поездки или экскурсии к близлежащим достопримечательностям, не чувствуя спешки. Точно. Это дает нам возможность принимать спонтанные решения и исследовать пределы нашего базового местоположения. 2 недели кажутся идеальным сроком для полноценного и всестороннего путешествия. Я не могу не согласиться, Анна. Он обеспечивает баланс между приключениями, отдыхом и культурным погружением. Очень важно провести время с пользой и оставить незабываемые воспоминания во время отпуска. Абсолютно, Анна. 2 недели позволят нам сделать именно это и максимально использовать каждый момент. Я очень рада отправиться в это путешествие вместе с тобой, Джон. Это будет невероятное приключение. То же самое, Анна. Давайте воспользуемся нашими 2 неделями и создадим воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Спасибо за ваши идеи и рекомендации, Джон. Я ценю ваш вдумчивый подход к путешествию. И тебе спасибо, Анна. Ваш энтузиазм и готовность исследовать делают путешествие еще более захватывающим. Это командная работа, Джон. Вместе мы сделаем это путешествие незабываемым. Абсолютно, Анна. Давайте начнем планировать и сделаем наши 2 недели незабываемыми. Урок 10. Изучение вариантов. Привет, Анна. Можете ли вы предложить веб-сайт или приложение, где я могу просматривать различные варианты разных вещей? Привет, Джон, конечно. Слышали ли вы о Xplorna? Это отличная платформа, предлагающая множество вариантов для разных интересов. Звучит прекрасно, Анна. Я ищу платформу, которая предоставляет широкий выбор. В Xplorna есть такие категории, как путешествия, рестораны, развлечения и многое другое. Вы можете изучить различные варианты в каждой категории. Это именно то, что мне нужно.
Я хочу просмотреть и сравнить различные варианты, прежде чем принять решение. С помощью Explorna вы можете читать обзоры, просматривать фотографии и даже проверять наличие определенных мероприятий или услуг. Это удобно. Прежде чем сделать выбор, важно иметь под рукой всю необходимую информацию. Абсолютно. Explorna также имеет удобный интерфейс, позволяющий легко ориентироваться и находить то, что вы ищете. Приятно это слышать. Удобные платформы делают просмотр веб-сайтов более приятным. Еще один вариант, который вы можете рассмотреть — Choice Finder. Он предоставляет тщательно подобранный список опций для различных предпочтений. Это звучит интересно. Иногда иметь слишком много вариантов сложно, поэтому составленный список может оказаться полезным. Точно. Choice Finder экономит ваше время, сужая варианты в зависимости от ваших предпочтений. Это именно то, что мне нужно. Самостоятельный поиск среди бесчисленных вариантов может занять много времени. Choice Finder также предлагает персональные рекомендации, основанные на вашем предыдущем выборе и интересах. Это отличная особенность. Это помогает открыть для себя что-то новое, что соответствует моим предпочтениям. Еще один вариант, который может вам пригодиться — просмотреть все. Это комплексная платформа, охватывающая широкий спектр категорий. Это звучит многообещающе. Доступ к огромному количеству категорий гарантирует, что я смогу найти варианты для разных нужд. Browrl позволяет фильтровать результаты поиска по местоположению, ценовому диапазону и рейтингам пользователей. Это фантастика. Параметры фильтрации упрощают поиск именно того, что я ищу, по желаемым критериям. Кроме того, Browrl предоставляет подробные описания и часто обновляемую информацию для каждого параметра. Это важно. Точная и актуальная информация помогает принимать обоснованные решения. Абсолютно. Всегда полезно иметь достоверную информацию при изучении различных вариантов. Спасибо за эти предложения, Анна. Explorna, ChoiceFinder и Browrl кажутся отличными платформами для начала моего пути к просмотру. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог помочь. Наслаждайтесь исследованием, и я надеюсь, что вы найдете именно то, что ищете. Спасибо, Анна. Я рад погрузиться в эти платформы и открыть для себя мир возможностей. Приятного просмотра, Джон. Я уверен, что вы найдете что-то, что вас заинтересует. Я ценю твою поддержку, Анна. Я обязательно поделюсь с вами своими открытиями. Я с нетерпением жду ваших результатов, Джон. Наслаждайтесь приключениями в интернете. Спасибо, Анна. Я буду держать вас в курсе. Здесь можно найти идеальные варианты. Урок 11. Найдите идеальные солнцезащитные очки. Привет, Анна. Я думаю, пришло время найти идеальные солнцезащитные очки для предстоящих солнечных дней. Привет, Джон, я согласна. Хорошие солнцезащитные очки не только стильны, но и защищают наши глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Определенно. Есть ли у вас какие-либо предложения о том, с чего начать поиск идеальных солнцезащитных очков?
Что ж, мы можем начать с посещения местных магазинов очков. Обычно у них есть из чего выбрать. Это звучит как хорошая идея. Примерка разных пар поможет нам найти идеальную посадку и стиль. Мы также можем проверить интернет-магазины. Они часто имеют больший ассортимент и предлагают удобную доставку на дом. Покупки в интернете могут быть удобными, особенно если у нас есть определенные предпочтения. Абсолютно. Мы можем просматривать различные стили, оправы и варианты линз, не выходя из собственного дома. Это правда. Я ищу солнцезащитные очки с поляризационными линзами, чтобы уменьшить блики и улучшить видимость. Поляризационные линзы отлично подходят для активного отдыха. Они обеспечивают более четкое видение и лучшую защиту. Точно. Также важно учитывать цвет линз. Различные цвета обеспечивают различные уровни контрастности и светопроницаемости. Это хороший момент. Мы можем выбрать цвет линз, который соответствует нашему личному стилю и улучшает наше зрение. Меня также интересуют солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета. Очень важно защищать глаза от вредных лучей. Защита от ультрафиолета имеет решающее значение для здоровья глаз. Нам следует искать солнцезащитные очки, которые обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Согласен. Также следует учитывать материал каркаса. Я предпочитаю легкие и прочные варианты, такие как титан или ацетат. Материал каркаса влияет на комфорт и долговечность. Важно найти материал, который соответствует нашим предпочтениям и потребностям. Я думаю, нам следует также учитывать форму солнцезащитных очков. Различные формы лица лучше сочетаются с определенными стилями. Это правда. Мы можем выбирать из авиаторов, вайфареров, кошачьих глаз и многих других стилей, которые дополняют наши черты лица. Было бы полезно примерить разные формы, чтобы понять, какие из них подходят нам лучше всего. Абсолютно. Примерка разных стилей даст нам лучшее представление о том, что нам идет. Я очень рад найти идеальные солнцезащитные очки, которые не только защищают наши глаза, но и модно заявляют о себе. Я тоже, Джон. Давайте сделаем это веселым и приятным занятием. Мы найдем идеальные солнцезащитные очки, я уверен, что найдем. Я не сомневаюсь в этом, Анна. Благодаря нашему вниманию к деталям и стилевым предпочтениям мы найдем идеальную пару. Давайте сделаем это приоритетом и посвятим некоторое время изучению различных вариантов. Нас ждут идеальные солнцезащитные очки. Абсолютно, Анна. Давайте приступим к поиску солнцезащитных очков и сделаем стильное заявление, защищая при этом наши глаза. Я с нетерпением жду этого, Джон. Мы стремимся найти идеальные солнцезащитные очки, которые улучшат наше видение и стиль. Привет, Анна. Начнем поиск идеальных солнцезащитных очков. Урок 12. Художественная галерея. Привет, Анна. Я нашел новую выставку в художественной галерее. Это похоже на план. В какое время нам идти? Привет. Поход в художественную галерею звучит захватывающе. Как насчет того, чтобы встретиться там в 3 часа дня? Мне подходит 3 часа. Я отмечу это в своем календаре.
Стоит ли нам выпить чашечку кофе перед осмотром выставки? Это отличная идея. Мы можем встретиться в кафе возле галереи около 14 часов 30 минут. У нас будет время поболтать, прежде чем мы углубимся в искусство. Идеально. Мне нравится обсуждать искусство за чашкой кофе. Я с нетерпением жду нашего разговора перед галереей. Я тоже, Джон. Всегда интересно услышать разные точки зрения и интерпретации. Абсолютно. Искусство способно вызвать содержательные разговоры и связи. Действительно. Меня интересует тема выставки. Есть ли у вас какая-либо информация об этом? Да, это выставка современного искусства, посвященная экологической устойчивости и изменению климата. Это своевременная и важная тема. Мне интересно наблюдать, как художники выражают свои взгляды по этим вопросам. Здесь то же самое. Искусство обладает уникальным способом повышения осведомленности и провоцирования размышлений. Удивительно, как искусство может передавать послания и эмоции, которые иногда сложно выразить словами. Я не могу не согласиться, Анна. Вот почему я нахожу искусство таким увлекательным и заставляющим задуматься. Я рада, что мы одинаково ценим искусство. Это сделает посещение нашей галереи еще более приятным. Определенно. Совместное изучение искусства добавляет еще один уровень глубины. Я также предлагаю не торопиться с осмотром выставки. Очень важно впитывать и ценить каждое произведение искусства. Я полностью согласен. Спешка по галерее уменьшит воздействие произведений искусства. Давайте позволим себе полностью присутствовать и погрузиться в творческое путешествие. Это похоже на план, Анна. Мы не торопимся и позволяем искусству говорить с нами по-своему. Я в восторге от нашего визита в галерею. Это будет чудесный день искусства и общения. Я разделяю твое волнение, Анна. Именно такие моменты делают жизнь более яркой и полноценной. Абсолютно. Давайте воспользуемся возможностью познакомиться с искусством и пообщаться на более глубоком уровне. Не могу дождаться нашего насыщенного искусством дня. Спасибо, что предложили этот план, Анна. Пожалуйста, Джон. Мне очень приятно поделиться этим опытом с вами. До встречи в галерее. Увидимся, Анна. С нетерпением ждем нашего совместного художественного приключения. Урок 13. Регулируемые ремешки для идеальной посадки. Привет, Анна. Ты заметила, что в наши дни у большинства шляп внутри есть регулируемые ленты, обеспечивающие идеальную посадку. Привет. Да, у меня есть. Это отличная функция, которая позволяет нам настроить посадку в соответствии с размером головы. Определенно. Это гораздо удобнее, чем полагаться исключительно на фиксированный размер шляпы. Я согласна. Регулируемые ремешки обеспечивают удобную посадку каждому, независимо от размера головы. Это особенно полезно при покупке шляп через интернет, поскольку мы не можем их примерить заранее. Это правда.
Благодаря регулируемым ремням мы можем точно отрегулировать посадку, даже если шляпа окажется немного больше или меньше, чем ожидалось. Я также заметил, что в часах часто используются регулируемые ремешки. Они облегчают достижение удобной посадки запястья. Да, регулируемые ремешки для часов– это здорово, потому что мы можем отрегулировать их по своему усмотрению. Это намного лучше, чем иметь ремешок для часов фиксированного размера, который может не подходить идеально. Абсолютно. Хорошо подогнанный ремешок для часов гарантирует, что часы останутся на месте и не будут скользить. Это правда. Это важно как для комфорта, так и для функциональности. Регулируемые ремешки можно носить не только с головными уборами и часами. Я тоже видела их в туфлях. Правда? Я этого не знал. Как регулируемые ремешки работают в обуви? В некоторых туфлях используются регулируемые ремешки или шнурки, которые позволяют нам затягивать или ослаблять посадку по мере необходимости. Это интересно. Это должно быть полезно для людей с разной шириной стопы или высотой свода стопы. Точно. Это обеспечивает большую гибкость и обеспечивает лучшую посадку на ноги различной формы. Регулируемые ремешки кажутся практичным решением, позволяющим добиться идеальной посадки во многих различных продуктах. Они определенно делают нашу жизнь проще и комфортнее. Это небольшая, но важная особенность. Я согласен, Анна. Удивительно, как такие простые инновации могут значительно улучшить наши общие впечатления. Абсолютно. Это показывает, что продуманный дизайн может иметь большое значение. В будущем я обязательно буду искать продукты с регулируемыми ремешками. Они предлагают универсальность и лучшую посадку. Это похоже на план, Джон. Всегда стоит учитывать удобство и регулировку приобретаемой нами продукции. Я не могу не согласиться, Анна. Давайте оценим удобство и идеальную посадку, которые обеспечивают регулируемые ремешки. Абсолютно, Джон. Именно маленькие детали могут оказать большое влияние на нашу повседневную жизнь. Хорошо сказано, Анна. За удобные и хорошо сидящие головные уборы, часы, обувь и многое другое. Урок 15. Ценим навыки и любимых художников. Привет, Анна. Ты видела последнее выступление этого фокусника? Не совсем моя чашка чая, но я ценю его навыки. Привет. Я еще не видел его, но слышал много хорошего о его фокусах. Достаточно справедливо, если это не ваше предпочтение. Да, магические шоу обычно меня не очаровывают, но я могу восхищаться самоотдачей и талантом, необходимыми для их представления. Абсолютно. Впечатляет, как фокусники могут создавать иллюзии и вызывать у нас трепет. Итак, кто ваш любимый артист или исполнитель? Кто-то, кто действительно очаровывает вас. Это сложный вопрос. Есть так много талантливых художников. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы сказал, что моя любимая– современная танцовщица по имени Мия. Я слышал о Мии. Ее выступления славятся грацией и эмоциональной глубиной. Да, именно. Ее способность передавать эмоции посредством движения необыкновенна.
Удивительно, как разные формы искусства могут вызывать у нас такие сильные эмоции. Определенно. Каждый художник привносит свой уникальный взгляд и стиль, и наблюдать за их творчеством невероятно. Я согласен. Искусство способно объединять людей и трогать их сердце. В этом красота искусства. Это позволяет нам исследовать и переживать эмоции глубоким и значимым образом. Абсолютно. И это прекрасно, что у каждого из нас есть свои предпочтения и любимчики. Да, наши предпочтения придают миру искусства разнообразие и богатство. Итак, помимо Ми, есть ли еще какие-нибудь артисты или исполнители, которые произвели на тебя неизгладимое впечатление? Определенно. Я восхищаюсь творчеством классического пианиста по имени Александр. Его выступления захватывают дух. Я тоже слышал о нем. Его навыки игры на фортепиано исключительны, и он вкладывает столько страсти в свою музыку. Да, его выступления способны перенести вас в другой мир. Удивительно, как художники могут создавать впечатления, выходящие за рамки нашей повседневной реальности. Это магия искусства. Это позволяет нам уйти, поразмышлять и соединиться с чем-то большим. Это правда. Искусство обладает способностью вдохновлять и воодушевлять нас так, как слова часто не могут. Абсолютно. Это универсальный язык, который могут понять и оценить люди всех слоев общества. Я рад, что мы можем ценить разные формы искусства и находить радость в талантах разных художников. Я тоже, Джон. Это свидетельство необъятности и красоты художественного мира. Действительно. Давайте продолжим исследовать и прославлять искусство во всех его формах, от магии до танца, музыки и не только. Я не могу не согласиться, Джон. Вот художники, которые обогащают нашу жизнь и приносят красоту в мир. Привет, Анна. Пусть мы всегда находим вдохновение и радость в искусстве, которое нас окружает. Урок 16. Выбор между ноутбуком и планшетом. Привет, Анна. Когда дело доходит до технологий, как ты думаешь, что лучше, ноутбук или планшет? Это зависит от ваших потребностей, но планшет предлагает больше места для хранения данных. Привет. Это действительно зависит от того, для чего вы будете его использовать. Планшеты отлично подходят для портативности и развлечений, но ноутбуки предлагают больше функций. Это правда. Если вам нужно устройство для рабочих задач, таких как написание документов или редактирование фотографий, ноутбук может быть лучшим выбором. Абсолютно. Ноутбуки обычно имеют большую вычислительную мощность и полноценную клавиатуру, что делает их более подходящими для работы. Однако, если вы в основном используете мультимедиа, играете в игры или пользуетесь интернетом, планшет может стать удобным и универсальным вариантом. Да, планшеты легкие, их удобно носить с собой, и они оснащены сенсорным экраном, что позволяет выполнять определенные задачи. Еще одним преимуществом планшетов является наличие большей емкости памяти. На планшете можно хранить больше приложений, файлов и мультимедиа, чем на большинстве ноутбуков. Это хороший момент.
Если у вас есть много фильмов, музыки или фотографий, которые вы хотите сохранить при себе, планшет может предоставить достаточно места для хранения. С другой стороны, ноутбуки часто оснащены экранами большего размера, что может быть полезно для задач, требующих большего визуального пространства. Точно. Если вы работаете над сложными электронными таблицами, редактируете видео или занимаетесь графическим дизайном, большой экран ноутбука может быть более удобным и эффективным. Ноутбуки также, как правило, имеют больше возможностей подключения, таких как порты USB, порты Ethernet и выходы HDMI, которые могут быть полезны для подключения к внешним устройствам. Это правда. Планшеты обычно имеют меньше портов и больше зависят от беспроводных соединений. Прежде чем принимать решение, стоит учитывать ваши конкретные потребности и предпочтения. Учитывайте задачи, которые вы будете выполнять, и необходимую вам мобильность. Определенно. Оценка ваших приоритетов поможет вам выбрать устройство, которое лучше всего соответствует вашему образу жизни и моделям использования. В конечном счете, и ноутбуки, и планшеты имеют свои преимущества и ограничения. Речь идет о поиске правильного баланса для ваших потребностей. Абсолютно. Важно взвесить все «за» и «против» и принять обоснованное решение, исходя из того, что вы цените больше всего. Итак, если бы вам пришлось выбирать между ноутбуком и планшетом, какой из них вы бы выбрали? Лично я бы предпочла ноутбук, потому что я много пишу и редактирую. Но я вижу привлекательность планшета в его портативности. Я понимаю. Все дело в том, чтобы найти правильный инструмент, который соответствует вашим конкретным требованиям. Точно. Технологии продолжают развиваться, поэтому полезно оставаться в курсе и изучать новейшие доступные варианты. Хорошо сказано, Анна. Давайте воспользуемся технологиями, которые улучшают нашу жизнь и помогают нам достигать наших целей. Приветствую тебя, Джон. Мы стремимся принимать обоснованные решения и использовать весь потенциал технологий. Приветствую. Пусть мы всегда найдем подходящие устройства, которые удовлетворят наши потребности и сделают наш цифровой опыт безупречным.